Всех приветствую, друзья! В этом ролике я вам расскажу, как можно работать на Форекс биржевых активах не OTC. Сегодня я вам покажу стратегию по одному из наших инструментов, достаточно старый инструмент, который я немножечко переработал, улучшил, и сам лично его уже протестировал в работе, уже попринимал, так сказать, решение и закрыл сделки. То есть на текущий момент вы можете посмотреть, как закрывались сделки, то есть как плюсы, минусы, то есть все результаты. Даже давайте открою дневник трейдера, чтобы вам показать статистику, то есть видно, что было 2 плюса, 2 минуса, 1 плюс, 2 минуса, 1 плюс, 3 минуса, и затем было 6 плюсов подряд. То есть заработал за сегодняшнюю первую свою торговую сессию 98 тысяч рублей, 98 229 рублей. Первым делом, что мы делаем, с чего начинаем? Это с торгового менеджера. Можно нажать кнопку менеджер, можно просто нажать на клавиатуре там D, можно нажать, точнее не нажать, а можно вот открыть такое окошко и выбираем Мартингейл. Я торгую по Мартингейлу, это не значит, что вам нужно повторять за мной. Есть разные типы стратегий, вы можете изучить, посмотреть, или же задать вопрос в комментарии, я вам расскажу, что это за стратегия, как работает, как правильно вообще настраивать. Обязательно также не забываем на Telegram подписаться. Буду выкладывать посты, как раз таки материалы обучающие, рассказывающие, что, как, куда, где нажать. Просто настраиваю Мартингейл 10 тысяч, выплата 92 стандартно у меня стоит. Но можно поменять на другое, конечно, значение, потому что реальные биржевые активы, у них доходность всегда ниже. Но это на самом деле не сильно критическое здесь вот значение. Почему? Потому что когда мы начинаем торговую сессию, вот я начал у нас автоматически сделки будут прописываться в соответствии с тем, что находится на активах. То есть, если доходность, допустим, 91%, то автоматически будет прописываться. То есть, нам вот эта выплата не важна. У нас все автоматически будет происходить. Это нужно понимать. Когда я уже начал запустил торгового менеджера, у меня автоматически в дневник трейдера все сделки будут идти, видимо. У меня уже сессия стала активная. Следующим шагом, что мы делаем, смотрим экономический календарь. То есть, во-первых, в настройках я включил тип рынка реальный, то есть не OTC, а реал. Акции крипта, все можно оставить, по факту только валюта торгуется, Форекс активы на покете торгуются, то есть на нашем терминале, на нашей бирже. Вот, и можно посмотреть, что среди реалов только есть валютные активы, все остальное это OTC. Далее, что мы видим? Что доходность достаточно часто снижена по биржевым активам. Что в этом случае делаем? Я выставил такие настройки. Оповещать ниже 81, доходность от 82%. Все. И, соответственно, когда у меня доходность понижается, у меня уже актив пишет низкая доходность. И если я попытаюсь открыть сделку, мне будет писать низкая доходность. Никитос, ты что делаешь? Не надо открывать сделку. Сам терминал напоминает, сам терминал говорит, предупреждает, кричит, что не надо открывать сделку. Просто как ни пытайся, либо ты совсем дурак, да, с низкой доходностью хочешь открыть сделку, нажимай тогда, пожалуйста, кнопку, либо отменяй, не надо, не балуй, так сказать. То есть стараемся предостерегать наших партнеров, самого себя, в конце концов, от таких непредвиденных ситуаций. Дальше, следующим шагом, что делаю, я просто обновляю разом все активы, то есть у меня сейчас 11 графиков открыто и с низкой доходностью 4, то есть видим как раз биржевые активы с низкой доходностью, и в основном подмешаны сюда уже OTC-шки, то есть по сути у меня сейчас масштаб для работы это 1, 2, 3, 4, 5, 6 активов, 6 активов, по которым я могу сейчас принимать решения, то есть за этим нужно наблюдать, можно оставить 6 графиков, то есть лишние остальные просто выпиливаем отсюда, например, вот, удаляю, или же там правой кнопкой мыши можно удалить, все. И у меня суммарно остается 10 экранов. То есть вот обновляю, но все, нету доходных активов. Значит, остаюсь только на них. Следующим шагом что делаю? Время экспирации на сделку. Я беру по 2 минуты. То есть все сделки, что я здесь открывал, можно посмотреть. М2. То есть я по 2 минуты открывал. Ничего из головы не выдумывал. М1 недостаточно для этой стратегии. Почему? Потому что на цене не хватает немножечко вот движения пройти. Поэтому я открывал по 2 минуты. Опять же, что было до, это отдельная история. Что будет в реал-тайм, когда я записываю контент, я не могу знать. Однако эта стратегия, да, действительно у меня работает, и она достаточно хорошо отрабатывает. Какое время таймфрейма выбрать? М1, М2, М3, М5 можете выбирать тот, который вам комфортен. Если выбираете М5, то, соответственно, данный инструмент будет уже под ваш выбранный таймфрейм пересчитываться. Дальше, что я делаю? Я активирую несколько индикаторов. То есть из предыдущего ролика, то есть можете посмотреть предыдущий ролик на канале, Stochastic, Bollinger Bands, Stochastic BB, Reversal, это как раз таки сигнальный бот, и Moving Average можно активировать. Пока что не активирую, самый главный инструмент называется Pocket Dashboard. Что это за дашборд?
Данный инструмент, по сути, некий аналог инструмента технического анализа на TradingView. То есть многие видели ролик у меня, там, например, один из первых роликов на моем вообще канале по тематике бинарных опционов. Именно был этот инструмент. Многие записывают ролики про данный инструмент. То есть, что он показывает? Я обновляю здесь просто, допустим, страничку, я перехожу здесь на 1М таймфрейм, и мне прямо в реал-тайм показывает, то есть, что говорят осцилляторы. Говорят покупать, скользящий средний активно покупать и продавать по общей оценке. Это швейцарский франк, японская иена. Я выбираю сейчас инструмент, давайте Outcut, пусть будет Outcut, потому что он есть как раз-таки на TradingView, Outcut выбрал. Дальше я нажимаю теханализ на TradingView и нажимаю 1 минута. Что мы здесь видим? Мы, допустим, видим осцилляторы, говорят нейтрально, общая оценка продавать, скользящий средний активно продавать. То есть мы можем принять решение, например, на продажу открыть сделку. И как мне когда-то уже давно партнеры говорили, что неудобно, Ник, бегать с TradingView на Pocket Option, то есть на биржу. И мы встроили этот инструмент как раз-таки прямо на нашу платформу. То есть сейчас, допустим, говорит TradingView продавать. Наш инструмент тоже говорит продавать. То есть видим таймфреймы, 3 таймфрейма находятся в согласии. То есть как мы принимаем решение. То есть если есть согласие таймфреймов, sell, 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 значит мы продаем. Опять же, паттернов сейчас нету. Здесь еще стоит детектор паттернов, который определяет, если есть какой-то паттерн на продажу, то это дополнительное подтверждение, по сути. Однако мы прекрасно понимаем, что это на основе индикаторов, то есть мы можем поэтому дополнительно для своего визуала, для спокойствия активировать некоторые инструменты. Как я уже говорил, Moving Average — это просто визуальный индикатор, который показывает текущий тренд. Да, здесь у вас и так показано. M1 sell, продавать, то есть тренд идет вниз. M5 говорит вниз, M10 говорит вниз. И, соответственно, мы также можем здесь активировать стохастик, то, что я уже говорил, мы можем активировать Bollinger Bands, например. И стохастик BB Reversal — это сигнальный инструмент, как раз сигнальный бот, который помогает находить сетапы, то есть точки входа по стратегии, которую я рассказывал в предыдущем ролике, то есть как раз таки по связке всех этих индикаторов, которые здесь открыты. 10 тысяч рублей, допустим. Торговый менеджер начат, сумма сделки 10 тысяч. Я просто нажимаю на 2 минуты продавать, потому что инструмент говорит продавать, и есть согласие таймфреймов. То есть, по сути, у нас тренд на понижение. Однако вам нужно понимать, что для чего мы добавили стохастик, для чего Bollinger Bands добавили, для того, чтобы, по сути, мы не входили в сделки, когда у нас уже находится нижняя граница. То есть я сейчас открыл уже у нижней границы, когда стохастик находится в зоне перепроданности, то есть он находится ниже уровня 30, ниже отметки, то это, конечно, немножечко опасная ситуация. Из-за чего? Из-за того, что мы входим уже, когда график немножко перепродан, он уже хочет как будто скорректироваться, то есть он достаточно сильно летит, скорректировался, снова опять летит вниз без остановки. То есть он может скорректироваться, поэтому опасно достаточно входить именно на грани, на краях, на границах линий, и когда уже стохастик перепродан. Самое главное, что у нас график находится под скользящей средней, то есть под зеленой вот этой линией. То есть мы всегда входим в сделки, когда у нас написано продавать. Желательно, когда мы находимся хотя бы у средней отметки, либо во второй половине. То есть у нас есть коррекция к средней линии Bollinger Bands. Значит, у нас коррекция может завершиться, дальше по тренду идем. То есть цена, она никогда не ходит четко вверх-вниз, она циклична, то есть она не может бесконечно идти, а она циклична, она немножечко всегда может корректироваться и дальше продолжать движение вниз. Это вы должны понимать. То есть на 10 тысяч рублей сейчас сделку открыл, как раз таки по инструменту продавать, на TradingView тоже продавать. Однако вы должны понимать, если вы слишком долго находитесь где-то на терминале, возвращаетесь на TradingView, вот эти вот индикаторы, они могут останавливаться. Вкладки Google Chrome, вообще браузер, вкладки могут тормозиться. Поэтому это неудобно туда-сюда бегать, принимать решения, обновлять странички. И принимать решения на бинарных опционах, по сути, мы скальпим на бинарке, нужно достаточно быстро. И поэтому нам важно быстро переключаться между активами. Это, тоже нужно понимать, то есть для чего это все сделано. Поэтому мы видим такой небольшой инструмент, индикатор, который нам прямо как спидометр, такой говорит на покупку или продажу открывать сделки. То есть в идеале продавать, когда у нас идет график наверх, то есть берем на верхах, то есть продаем, когда график вверху, покупаем, когда график внизу. Что может быть проще? Также инструмент я активировал, стохастик BB Reversal. Он дополнительно может подтверждать какие-то ситуации. К примеру, вам говорит активно покупать, и появляется сигнал на покупку по данному инструменту. И видим сигнал на покупку. Значит, входим в сделку. Все.
То есть сложного ничего нету. Так, сделок сейчас открытых нету. Здесь у нас был сигнал. Давайте на покупку возьму. Почему? Смотрите, у нас инструмент на 2 минуты взял. Да, на 2 минуты все отличненько открыл. Нам инструмент из предыдущего ролика Stochastic VB Reversal говорит покупать. Я взял на покупку, во-первых. Во-вторых, Pocket Dashboard, то есть данный инструмент нам сам говорит тоже, нужно активно покупать. То есть достаточно большое совпадение по скользящим средним, по осцилляторам, то есть по индикаторам, осцилляторам. Вообще по всем таймфреймам говорит покупку, то есть у нас идет тренд вверх. По M1, M5, M10 тренд идет на повышение, восходящее трендовое движение. Это первое, что мы увидели. Второе, то, о чем я говорил, для чего вот этот инструмент, Stochastic VB Reversal, он нам визуально показывает, где можно войти в точку входа. По тренду, во-первых. Во-вторых, Stochastic у нас было пересечение, он говорит покупать. Здесь у нас инструмент немножечко иначе рассчитывает, то есть на эти вот цифры можно немножечко иначе ориентироваться. То есть мы видим, Stochastic находится в зоне уже перекупленности, то есть Stochastic здесь уходит по данному инструменту. Значит, что по сути сейчас, активность покупать может немножечко снизиться. То есть, вот эти инструменты, они более чувствительны, RSI, Stochastic, и поэтому, по сути, на вот эти две строки можно не обращать внимания. Самое главное, то есть мы видим статус активно покупать, или же продавать, или активно продавать. И дополнительно видим сигнал. То есть на минуту, если бы открыл сделку как положено, то есть по ролику из предыдущего ролика по стратегии, то здесь бы по-хорошему на 1 минуту сделка закрылась бы в плюс. Я открыл на 2 минуты, потому что по тренду. Также что можно делать? Можно дополнительно активировать инструмент классические уровни поддержки сопротивления. Опять же, это на ваше усмотрение. Я лишь, показываю то, как я работал. То есть, каким образом я вот сделки закрывал, которые вам показал на истории. Можно открыть уровни поддержки сопротивления и просто наглядно видеть, где у нас находится на текущий момент уровни поддержки сопротивления. Сейчас здесь у нас находится сопротивление. И по сути, если происходит пробой, то дальше продолжение движения запросто может быть. Опять же, все на ваше усмотрение. Вы можете принимать решения самостоятельно. То есть вот у нас закрылась сделка. Видим, прекрасно. Разница пунктов, 15 пунктов прошли. По предыдущему 16 пунктов. Самые главные плюсы есть. Уверенные причем плюсы, а это самое главное. Сейчас инструмент все еще говорит активно покупать. Что же делать? Логичный вопрос. Мы находимся у границы. Как я уже говорил, Stochastic находится в зоне перекупленности. Поэтому лучше ждать либо коррекционное движение, либо хотя бы красную свечу. Если уж прям хочется войти, не хотите ждать, не хотите подтверждений никаких ждать, тогда можно войти, как я делал. Вот, то есть я здесь точно так же открывал. То есть если по одному активу посмотреть, то есть видим на одном активе по несколько сделок. Именно так и делал. Ждем красную свечу противоположного цвета нашему сигналу, вот говорит, покупать. И открываю сделку на покупку. Может быть минус запросто, потому что, коррекция, она бывает. Это нормально. Коррекция обязана быть, потому что цена не может бесконечно двигаться вверх. То есть когда-то деньги должны закончиться у покупателей и начнутся распродажи. То есть дойдут до адекватной цены, где им выгодно начать продавать. Где-то немножечко кто-то продаст. И дальше новые силы полетят вверх с новыми силами. Что обязательно делаем? Забыл я, конечно, сказать. Я просто уже перед записью ролика посмотрел экономический календарь. Обязательно смотрим экономический календарь для реального биржевого рынка без приписки OTC, который торгуется 5 дней в неделю. Да, получается 24 на 5. Мы смотрим, чтобы не было важных экономических новостей. Время у нас написано ваше текущее пользовательское время на вашем устройстве. Желательно не торгуем за 30 минут до начала новости, особенно если у нее важность состоит из 2-3 полосочек, то есть 2-3 звезды. Соответственно, 30 минут после новостей. Нам нужно после любой новости дождаться реакции рынка, то есть как рынок отреагирует на какую-то конкретную новость. И только после этого мы уже входим, соответственно, в сделки, когда уже есть определенное движение, когда уже инструменты начинают не с ума сходить и показывать вам покупать, продавать в один момент, просто во все стороны начинается полный хаос. Мы начинаем именно отрабатывать уже текущее трендовое движение. Сейчас дожидаюсь окончания сделки. Если будет минус, я просто жму кнопку перекрытия, то есть я, по сути, готовлюсь к перекрытию. И делаю одно перекрытие на активе. Далее мы ждем уже какую-то более подходящую новую ситуацию, например, когда будет активно покупать, когда у нас инструмент, например, тоже скажет, что можно покупать или продавать. И мы, соответственно, принимаем новые решения уже относительно того, что видим в текущий момент времени на графике. То есть не надо подряд, видим, покупать и жмем только покупка. Ждем хотя бы, когда у нас коррекционное движение произойдет. Все, открыл сделку. Это у меня
первый догон. Если будет минус, готовлю перекрытие. Давайте просто подождем немножечко, понаблюдаем. Видимо, остается 14 секунд до окончания сделки. Вы скажете, ну вот 2 минуса получили на одном графике, что же делать? Прямо сразу перекрываться? Я не рекомендую никогда сразу перекрываться. Лучше остановитесь, сделайте перерыв, немножечко выдохните, так сказать, и дождитесь, когда рынок уже как раз-таки наберет новую силу. Видим, плюс 19 140 рублей. Плюс 19 тысяч, разница 12 пунктов, то есть закрылись плюс, потому что у нас может начаться как боковая ситуация. Мы будем открывать на 2 минуты, а нас будет выносить просто потому, что боковик сейчас происходит. То есть видим, свечи идут одна за другой. А зеленые, красные, все примерно на одном уровне. То есть пока мы не выйдем из этого боковика, принимать решение уже не стоит. То есть нужно немножечко подождать, когда у нас немножко волатильность увеличится. Сейчас начинает уже линия Боллинджера сужаться, волатильность снижается, поэтому ждем, когда у нас выйдет за границы, либо вниз, когда уже пойдет график и уже начнет меняться направление движения. Мы можем поменять, например, актив. На другом активе лучше посмотреть какую-то ситуацию. Возможно, здесь вот, говорит, активно продавать. Но у нас стохастик перепродан, у нас уже находится на грани, как раз таки у нижней линии Bollinger Bands, поэтому здесь уже опаснее. То есть надо принимать решение в моменте, то есть адекватно оценивать, что происходит. И не просто, видим, активно продавать, как многие, опять же, повторюсь, в YouTube роликах рассказывают, все, видим, активно продавать, здесь продавать, все, значит, продаем. На график не смотрим. Нет, надо смотреть. Желательно ловить коррекционное движение. То есть видим, активно продавать или продавать, но у нас есть коррекция движения. Вот коррекцию словили и только потом на продажу. Обязательно практикуйтесь на демо, друзья. Пишите в комментариях, как вам такие результаты, как вам вообще данная стратегия. Получается у вас, не получается. На текущий момент заработал за 3 сделки плюсовых, 1 минусовую, плюс 26 940 рублей. Я считаю, что за запись контента это очень хороший результат. С учетом к предыдущему моему сегодняшнему заработку плюс 98 тысяч рублей, очень хорошая сумма вышла. Обязательно, друзья, не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал. Буду радовать дальше вас интересными стратегиями, разработками, потому что мы готовим с другом глобальное обновление, то, чего очень многие ждали, то, чего еще нет на рынке. Вот такого вы точно не видели в бинарных опционах. Поэтому все у вас будет отлично, зарабатывайте много денег. Пока-пока.